Том Круз. Полное имя – Томас Круз Мапотер IV. Родился 3 июля 1962 года в городе Сиракьюз, Нью-Йорк, США. Американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии «Золотой глобус» и трехкратный номинант на премию «Оскар». Вершиной его актерского мастерства подавляющим большинством представителей кинопрессы считается работа в драме «Магнолия», отмеченная множеством наград. Одни из лучших фильмов с Томом Крузом. «Человек дождя» 1988 год. «Миссия невыполнима» 1996 год. «С широко закрытыми глазами» 1999 год. «Изгой» 1983 год. «Несколько хороших парней» 1992 год. «Соучастник» 2004 год. Один из самых успешных актеров последних 3 десятилетий, реализовавший свой творческий потенциал в самых разных жанрах. Любопытно, что суммарный сбор всех фильмов с участием актера Тома Круза превысил 10 миллиардов. Даже такие не слишком лестно принятые картины, как «Джек Ричер» или «Грань будущего», принесли создателям $218 миллионов и $370 миллионов соответственно. Фильм «Топ Ган Мэверик» стал первым миллиардером 2022 года. Его мировые кассовые сборы превысили $1 миллиард. Из этой суммы 521 миллион заработан в американских кинотеатрах, остальное – в международном прокате. И при этом фильм еще показывают в кинотеатрах. Успехи Топ Ган Мэверик 2022 за пределами Северной Америки можно с полной уверенностью считать выдающимися. Производительность Топ Ган Мэверик является свидетельством огромной работы, проделанной дистрибьюторской и маркетинговой командами Paramount и самого исполнителя титульной роли Тома Круза. Неутомимая звезда побывала в Сан-Диего, Мехико, Японии, Каннах, Лондоне и Сеуле для продвижения фильма. После своей поездки в Корею также сделал пит-стоп на конвенции Sign Europe в Барселоне в прошлую среду, поблагодарив присутствовавших лично за их вклад в достижение картины. Стоит также отметить, что столь важный для Тома Круза рубеж был преодолен без участия Китая или России, где Топ Ган Мэверик по понятным причинам не демонстрируется. Это что до последней картины актера. Ну что же, начнем с биографии, в частности детства актера. Томас Круз Мапотер IV родился 3 июля 1962 года в семье инженера-электрика Томаса Круза Мапотера III и учителя-дефектолога Мэри Ли. Его родители были родом из Луисвилла, штат Кентукки, и имели английское, немецкое и ирландское происхождение. Том – третий ребенок в семье. У него есть 3 сестры – Ли Энн, Мариан и Касс. Ли Энн сейчас скрывается от популярности брата в океане. В поисках работы семья часто переезжала, что стало одной из причин трудного детства актера. Когда тому было 12 лет, его родители развелись. Позже в интервью Круз называл своего отца хулиганом и трусом, который избивал своих детей. В 1978 году Мэри Ли вышла замуж за Джека Саута. К 14 годам Том сменил 15 школ в США и Канаде. Окончательно его семья осела в Гленридж, штат Нью-Джерси. В детстве у него были кривые, неправильно растущие зубы. Круз вырос в нищете и был воспитан католиком. Впервые Том занялся драматургией в 4 классе под руководством Джорджа Штейнбурга. Вместе с 6 другими ребятами он поставил импровизированную пьесу под музыку, названную этнотеатральным фестивалем начальной школы Карлтона. Том получал церковную стипендию и посещал францисканскую семинарию в Цинциннати, штат Огайо. Сперва он стремился стать священником, но потом заинтересовался актерским мастерством. В выпускном классе средней школы он играл в футбол за университетскую команду в качестве полузащитника, но был исключен из команды после того, как его поймали за распитием пива перед игрой. Он продолжал играть в школьных постановках, включая мюзикл «Парни и куколки». В 1980 году Том окончил среднюю школу Гленриджа в Нью-Джерси. Карьера. В возрасте 18 лет с благословения матери и отчима Круз переехал в Нью-Йорк для того, чтобы стать профессиональным актером. После работы помощником официанта в Нью-Йорке он отправился в Лос-Анджелес, чтобы попробовать себя в телевизионных ролях. Он подписал контракт с агентством К и начал сниматься в кино. Дебютом для него стала небольшая роль в фильме «Бесконечная любовь» 1981 года.
Свою первую главную роль, которая принесла ему известность, он получил в фильме «Рискованный бизнес» 1983 год. Круз также сыграл главную роль в фильме «Эскот и легенда», вышедшем в 1985 году. К 1986 году фильм «Лучший стрелок» закрепил его статус суперзвезды. Затем последовала главная роль в драме «Цвет денег», который вышел в том же году. В 1988 году Том снялся в фильме «Коктейль», который принес ему номинацию на премию «Золотая малина». Позже в том же году снялся вместе с Дастином Хоффманом в фильме «Человек дождя», который получил премию «Оскар» за лучший фильм и премию кинокритиков Канзас-Сити за лучшую мужскую роль второго плана. Круз сыграл реального парализованного ветерана Вьетнамской войны Рона Ковика в 1989 году в драме, рожденной 4 июля, которая принесла ему премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, премию Чикагской ассоциации кинокритиков за лучшую мужскую роль, премию People's Choice Awards за любимого киноактера, номинацию на премию BAFTA за лучшую мужскую роль и первую номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. В 1990 году на экраны выходит картина «Дни грома» с Крузом в главной роли, а в 1992 году и драма «Далеко-далеко». Триллер фильма также имел критический и коммерческий успех. В 1994 году Том сыграл вампира Лестата де Лианкура в готической драме «Интервью с вампиром», основанной на бестселлере Энн Райс. Фильм был хорошо принят как критиками, так и зрителями. Хотя Райс изначально была недовольна выбором Круза на главную роль, так как хотела видеть актера Джулиана Сенза на его месте. Однако, посмотрев фильм, она заплатила $7740 за статью в журнале Daily Variety, восхваляющую его игру, и извинилась за свои сомнения в нем. В 1996 году Круз появился в роли супершпиона Итана Ханта в детективе «Миссия невыполнима», который он сам спродюсировал. Фильм имел кассовый успех. В том же году он сыграл главную роль в фильме «Джерри Магуайр», за которую получил «Золотой глобус» и вторую номинацию на премию «Оскар». В 1999 году Круз снялся в эротическом фильме Стэнли Кубрика с широко закрытыми глазами и сыграл роль оратора Фрэнка Ти Джея Маки в драме «Магнолия», за что получил еще один «Золотой глобус» и номинацию на премию «Оскар». В 2000 году Круз вернулся в роли Итана Ханта в фильме «Миссия невыполнима 2». Фильм был снят гонконгским режиссером Джоном Ву и собрал почти $547 миллионов в прокате. Как и его предшественник, он стал самым кассовым фильмом года и получил неоднозначный критический прием. Круз получил премию MTV Movie Award за лучшую мужскую роль. Следующие 5 его фильмов имели большой критический и коммерческий успех. В 2001 году Круз снялся в романтическом триллере «Ванильное небо», а в 2002 году в научно-фантастическом боевике «Особое мнение». В 2003 году он снялся в остросюжетной драме Эдварда Цвика «Последний самурай», за которую получил номинацию на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. В 2004 году Круз получил признание критиков за роль Винсента в фильме «Соучастник» режиссера Майкла Манна. В 2005 году Круз снова работал со Стивеном Спилбергом в фильме «Война миров», свободной экранизации одноименного романа Герберта Уэллса, который стал 4-м самым кассовым фильмом года, собрав $592 миллиона по всему миру. Также в 2005 году он получил премию People's Choice Award в категории «Мужчина-суперзвезда» и премию MTV Generation Award. В ноябре того же года вышла серия «Застрявший в чулане» мультсериала «Южный парк», высмеивающая церковь саентологии Тома Круза и Джона Траволту. Телеканал Comedy Central отменил повторный показ серии 15 марта 2006 года в последний момент, хотя с тех пор серия все же была показана неоднократно. Саентология – это международное религиозное движение. Система верований и практик исходит из представления о том, что человек является духовным существом, живущим не одну жизнь. Предположительно, Том Круз угрожал компании Paramount отказом от съемок в фильме «Миссия невыполнима 3» в случае повторного показа эпизода. У Paramount и Comedy Central общий хозяин – Viacom. Представители Paramount и Круза отрицают эти догадки, но газета The Independent пишет, что никто не верит ни единому их слову. В 2006 году Круз вернулся к своей роли Итана Ханта в фильме
«Миссия невыполнима 3». Он получил положительные отзывы критиков и собрал в прокате почти $400 миллионов. В 2007 году Круз сыграл роль второго плана в фильме «Львы для ягнят». За этим последовало его появление в роли Леса Гроссмана в комедии «Солдаты неудачи» с Беном Стиллером, Джеком Блэком и Робертом Дауни-младшим. Последняя принесла Крузу номинацию на «Золотой глобус». Он также сыграл главную роль в историческом триллере «Операция Валькирия», вышедшем 25 декабря 2008 года. В марте 2010 года Том завершил съемки остросюжетной комедии «Рыцарь дня». Она была выпущена 23 июня 2010 года. 9 февраля 2010 года Круз подтвердил, что снимется в фильме «Миссия невыполнима. Протокол Фантом». В четвертой части серии «Миссия невыполнима». Фильм был выпущен в декабре 2011 года, был одобрен критиками и получил кассовый успех. Без учета инфляции цен на билеты, это был самый большой коммерческий успех Круза на тот момент. 6 мая 2011 года он был награжден гуманитарной премией Центра Симона Визентали и Музея толерантности за свою работу в качестве преданного филантропа. В середине 2011 года Круз приступил к съемкам фильма «Рок на века», в котором сыграл персонажа Стейси Джакс. Фильм был выпущен в июне 2012 года. Круз снялся в роли Джека Ричера в экранизации романа британского писателя Ли Чайлда «Выстрел» 2005 года. Фильм вышел в прокат 21 декабря 2012 года. Он получил положительные отзывы критиков и имел кассовый успех, собрав $217 миллионов по всему миру. В 2013 году он снялся в научно-фантастическом фильме «Обливион» по одноименному роману режиссера Джозефа Косински. Фильм получил смешанные отзывы и собрал в мировом прокате $286 миллионов. В нем также снялись Морган Фриман и Ольга Куриленко. В 2014 году Круз снялся в научно-фантастическом боевике «Грань будущего», который получил положительные отзывы и собрал в прокате более $370 миллионов. В 2015 году он вернулся в роли Итана Ханта в пятой части серии «Миссия невыполнима. Племя изгоев», которую он также спродюсировал. Фильм получил высокую оценку критиков и имел коммерческий успех. Круз снялся в фильме ужасов «Мумия». Он получил отрицательные отзывы и провалился в прокате. В 2018 году Круз снова повторил Итана Ханта в фильме «Миссия невыполнима. Последствия». Он был хорошо принят критиками и собрал в прокате более $791 миллиона. Без учета инфляции цен на билеты, это самый большой коммерческий успех Круза на сегодняшний день. Он был номинирован на 7 премий «Сатурн» в период с 2002 по 2009 год, выиграв 1 раз. 9 из 10 фильмов, в которых он снялся в течение десятилетия, собрали в прокате более $100 миллионов. В 2021 году Круз вернул Голливудской ассоциации иностранной прессы все 3 «Золотых глобуса», выразив этим несогласие с политикой организаторов премии. Увлечение. Круз является фанатом автоспорта. Его можно часто увидеть на гоночных машинах и спортивных мотоциклах, как в фильмах, так и в жизни. В гараже самого Тома Круза находится мотоцикл Ducati 999R. Кроме того, актер приобрел себе гоночный мотоцикл Viras 985 C3-4V ручной сборки. В июне 2004 года перед съемками в фильме «Миссия невыполнима 3» проходил специальный курс по вождению мотоциклов в мотошколе California Superbike School Кейта Коуда, своего друга и тренера по мотоспорту. 15 августа 2011 года актер принял участие в промо-компании гоночной команды Red Bull, пилотируя болид Формулы-1 на трассе Willows Plains в Калифорнии. Личная жизнь. Первая жена с 1987 года по 1990 год Мими Роджерс. Вторая жена с 1990 года по 2001 год Николь Кидман. С ней у них 2 приемных детей. Дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. Третья жена с 2006 года по 2012 год Кэти Холмс. Официально разведены в августе 2012 года. Дочь Сури Круз Род. 18 апреля 2006 года. После брака с Мими женился на актрисе Николь Кидман.
встретившись на съемках фильма «Дни грома» в 1990 году. Они в канун Рождества того же года зарегистрировали свои отношения. На их счету 3 совместные картины: «Дни грома», «Далеко-далеко» и «С широко закрытыми глазами». Семья Круза и Кидман распалась в 2001 году после 9 лет и 11 месяцев совместной жизни. От этого брака у Круза осталось 2 приемных детей: дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. На съемках фильма «Ванильное небо» завязался роман Тома Круза и Пенелопы Круз, что послужило причиной расставания с Кидман. Весной 2004 года было объявлено о расставании Круза и Круз. 23 мая 2005 года Круз побывал на шоу Опры Уинфри. Там он бурно выражал свои чувства к новой подружке, молодой актрисе Кэти Холмс. Том прыгал по площадке, запрыгнул на диван, падал на одно колено. Короче, зрелище было еще то. Этот инцидент получил большую известность и стал предметом пародий, в том числе в фильме «Очень страшное кино 4». В ноябре 2006 года Круз женился на Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у пары родилась дочь Сури. Журналист Эндрю Мортон заявил о своих сомнениях относительно отцовства Круза. В его биографии, вышедшей в 2007 году, утверждается, что, по словам членов морской организации подразделения церкви саентологии, Сури не дочь Круза. Она была зачата с помощью специально сохраненной спермы основателя саентологии Рона Хаббарда. Том Круз отрицает эти заявления и судится с автором. 29 июня 2012 года Кэти Холмс неожиданно для мужа подала на развод и потребовала для себя полной опеки над дочерью. Она также заявила, что отказывается от саентологических убеждений и теперь решила воспитывать Сури в католической вере и уже отправила ее в частную католическую школу на Манхэттене. В 2015 году появилась информация, что актер вновь готовится жениться. На этот раз на личной ассистентке Эмили Томас, которая моложе его на 31 год. Они познакомились в 2014 году. Тогда Томас стала помощницей Круза на время съемок в фильме «Миссия невыполнима. Племя изгоев». Вот такие у него дела на любовном фронте. Награды. Премия «Золотой глобус». 1990 год. Лучшая мужская роль за фильм «Рожденный 4 июля». 1997 год. Лучшая мужская роль за фильм «Джерри Магуайр». 2000 год. Лучшая мужская роль второго плана за фильм «Магнолия». Премия «Золотая малина». 2018 года. Худший актер за фильм «Мумия». С нетерпением ждем новых взлетов в карьере Тома. Уверены, увидим много фильмов с его участием.